Всем привет, с вами я, гений ютуба Скарлетт Смith. Что будет, если улыбаться вообще без перерыва? Smile, though your heart is aching. Smile. Кроме сна, конечно. Это я контролировать не смогу. И я проверю это на себе. Ну что, погнали? Я сегодня буду делать сразу два эксперимента. Первый эксперимент. Я буду себя боготворить, любить, себя комплиментами набрасывать. И отдельный эксперимент, который я сейчас делаю, это я буду улыбаться на протяжении 3 дней. Это тяжело. Это будет очень тяжело. Но я уже, как видите, начала, но я сейчас искренне улыбаюсь. А мне придется не искренне еще улыбаться. Креативная. Я буду, может, повторяться, но чтобы ты понимала и не забывала это. Интересный факт. Даже если вы улыбаетесь через силу, ваш мозг получает сигнал от лицевых мышц и считает, что вы счастливы. Это провоцирует выброс эндорфинов, гормонов счастья, дофамина и серотонина. Вы начинаете чувствовать себя лучше на химическом уровне. Может, конечно, я через силу сейчас улыбаюсь. Это искренне. У меня тетрадь Smiley World. Как раз по теме эксперимента. Ну, конечно, так я не смогу. Очень тяжело. Я уже пробовала. Могу чуть-чуть расслабленно улыбаться. Хорошее настроение, вызванное улыбкой, помогает креативно мыслить и находить нестандартные решения проблем. Но главное здесь улыбку не одевать как маску. Тяжело держать улыбку, когда ты чем-то занят, сосредоточен, например, на учебе, и ты не можешь просто взять и держать улыбку прямо до ушей. Периодически, прошло пару часов, я забываю улыбаться. То есть, когда я забываю улыбаться, но отвлекаюсь, там читаю что-то. А вот сейчас, к примеру, я читала, и такая думаю, а на мне улыбки нету. То есть я расслабила сейчас мышцы свои. Для меня минимум улыбки сейчас это примерно как-то так. А у меня этого не было. Я там чисто расслабилась. Это будет сложнее эксперимент, чем я думала, потому что, мне кажется, если я буду так часто забывать, то мне придется просто приклеить скотч на мой рот, чтобы я вот так улыбалась. Да, тяжело выполнять этот эксперимент. Пока что я читаю, но стараюсь как-то все-таки улыбку держать. Я и перед вами хочу быть честной, но в первую очередь я и для себя хочу проверить, быть честной для себя, чтобы этот эксперимент прошел честно. Поэтому я постараюсь держать улыбку. Когда я буду спать, то я не смогу контролировать свой рот, чтобы я улыбалась. Это просто, невозможно контролировать себя во сне. Буду на протяжении 3 дней во время моего осознания просто улыбаться. И, конечно, себя задаривать комплиментами. Выполнять второй С эксперимент. помощью улыбки укрепляется иммунитет. Расслабленное и позитивное состояние организма, вызванное улыбкой, помогает иммунным клеткам работать более эффективно. Также снижается уровень стресса. Улыбка, даже фальшивая, помогает снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление во время стрессовых ситуаций. Это как природные успокоительные. Я все-таки часто улыбаюсь, потому что я ловлю себя на этом. У меня уже болит чуть вот здесь мышцы. Чуть-чуть. Хотели бы уже расслабиться. Не то, что болят, хотят просто расслабиться уже. А я продолжаю улыбаться. Помоги ей. Стой на месте, я тебе помогу! Давай еще! Пожалуйста, еще! Конечно же, я спала без улыбки. Не буду вам врать и говорить, что я так спала. Что-то как-то сил вообще нет улыбаться. Но продолжаем улыбаться. Улыбаемся и машем. Всем известный факт, что улыбка заразительна. Когда вы видите улыбающего человека, ваш мозг автоматически активизирует ту зону, которая отвечает за мимику лица.
и вам тоже хочется улыбнуться. Это явление называется лицевой мимикрией. Так что, улыбаясь, вы заражаете других людей своей улыбкой. Также не могу не сказать, что дети улыбаются чаще, чем взрослые. Ребенок в среднем улыбается 400 раз в день. Взрослый человек, увы, улыбается намного меньше. От 20 до 40 раз в день. А счастливые люди от 50 до 100 раз в день. Может быть, брать пример с детей? Ну что ж, день у меня подошел к концу. Я забывала улыбаться, поэтому я себе продлеваю мой эксперимент. Я буду на день больше улыбаться. Устала улыбаться. Ну так, не то, что я вот так вот улыбу даю. Нет, я вот так слегка улыбаюсь. Вот как-то так. Но периодически я забываю, но я уже чаще себя на этом ловлю и дальше улыбаюсь. И еще у меня был такой момент, что вот где-то вот здесь дернулась мышца. Так. Просто по ощущениям, то, что меня как будто дернули внутри. Интересное ощущение, у меня этого не было ощущения никогда. Какая-то из мышц такая, сколько можно. Но для меня это непривычно, я не так часто улыбаюсь. Не так долго, по крайней мере. И много еще комплиментов там себе наговорила. Спать. Я уже посчитала это самопыткой. Мне хотелось уже сбросить улыбку с лица, чтобы просто насладиться грустью, просто поунылить, чтобы вот без улыбки можно было вот так взять, просто быть несерьезным. Эксперимент продолжается. Я проспала прямо больше, чем обычно, и не выспалась при этом. Связано ли это с улыбкой? Не знаю. Но для общей информации, может быть, это и связано с улыбкой. То, что я улыбаюсь часто, и поэтому я устаю и чаще, и больше сплю. Вообще силы нет улыбаться. Я когда еще только просыпалась вот так вот, я думала, может быть, вообще прекратить этот эксперимент. Вне зависимости от культуры, от страны, улыбка распознается как знак дружелюбия. Это самый простой и быстрый способ коммуникации без слов. Также улыбка может передавать разные эмоции на самом деле и сигналы. Ученые Калифорнийского университета выделили 19 улыбок, и только из них 6 искренних. Только 6 искренних улыбок. Самую честную из них называют улыбкой дюжина, когда смеются не только губы, но и глаза. Исследования показывают, что люди, которые улыбаются, кажутся более позитивны. Исследования показывают, что искренне улыбающиеся люди кажутся более надежными, привлекательными и приятными в общении. Остальные улыбки могут возникать от боли, от страха, от смущения и других состояний. Давайте же вернемся к улыбке дюжины, самой искренней, самой чистой улыбки. В середине 19 века французский невролог Гийом Бенджамен Аман Дюшен провел жесткий эксперимент. С помощью гальванического аппарата и электродов Дюшен подавал ток прямо на лицевые мышцы лиц живых людей, принудительно вызывая сокращение у них. Каждое движение фиксировалось на фото. Он методично стимулировал одну мышцу и наблюдал, какая мышца за что отвечает, какие комбинации создают подлинные чувства. Улыбка дюжины рождается лишь тогда, когда синхронно работают две мышцы. Скуловая – это уголки рта вверх, и круговая – глаза. Это признак подлинной, положительной эмоции. Я тут новое видео выпустила, посмотри, а то ты в ЛС не смотришь. Ну как тебе? Ребят, ей, похоже, не понравилось. Дайте мне пульт. Спасибо. Нейробиологи и психологи здесь расходятся во взглядах. Кто-то считает за искреннюю улыбку это, а кто-то считает, что это улыбка испуга, как это делают шимпанзе. У шимпанзе это жест подчинения,
используемый индивидами с низким статусом, чтобы успокоить доминирующих членов группы. Она ворует камень, а затем демонстрирует большую нахальную улыбку. Кажется, будто она смеется, но она скорее нервничает, говорит Занна Клей, приматолог Бирмингемского университета. Улыбайся. Не забывай, и прыщики у тебя рассасываются, у тебя их практически нет. Все. Их нету у тебя. Остальные 18 типов улыбок – это континуум социальных сигналов, где грань между фальшивой и вежливой улыбкой размыта. На экране вы можете наблюдать, сколько же существует улыбок. У меня в ТВ-грамме есть эта табличка, вы можете ее добавить, сохранить. Но все же одна и та же мимика может означать разное, в зависимости от ситуации и отношения между людьми. Мы привыкли лгать о истинных чувствах, сопровождая улыбками приветствия, или когда мы говорим, что все в порядке, когда на самом деле нет. Привет. Как вы себя чувствуете? На самом деле. Самая сложность — держаться, улыбаться. Когда я читаю, либо чем-то отвлечена, я начинаю замечать, что у меня улыбка, все, она спадает. Потому что когда у меня улыбка на лице, я не могу сосредоточиться на тексте. Особенно если он сложный, заумными словами. Герметичность трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном проводе нарушена. Ну, я могу, конечно, прочитать, но смысл? Я же хочу смысл понять. Тяжело понимать, когда ты так улыбаешься, потому что ты отвлекаешься на тот фактор, чтобы держать улыбку. Когда я не сосредотачиваюсь, то я больше понимаю, о чем идет речь там. Но, может быть, есть люди, которые могут улыбаться и читать его, и вообще быстро даже так понимать смысл, еще при этом улыбаясь. Это я не такой супермен, не супергерл. Замечательная девочка. Можешь дать сдачи любому, кто тебя обидит. Пусть попробует. Я его Ты сильная, целеустремленная. Если кто-то не верит, да пошел он в жопу. Какие-то стрёмные лица сейчас появляются. Я сейчас прямо как будто из фильма ужасов. Больше суток без сна. Это еще дополнительный эксперимент. Ты готова со мной поговорить, пока у нас силы есть с тобой? Меня это бодрило, я понимала, что я справлюсь с этим. Вы могли заметить, что когда я была 20 часов напротив зеркала, то я непроизвольно опускала уголки губ из-за усталости. К тому же, под конец того эксперимента я сильно испугалась, из-за чего у меня не было просто сил улыбаться уже. Поэтому обязательно посмотри этот эксперимент напротив зеркала и посмотри, где я аффирмировала с улыбкой на лице, где я говорила напротив зеркала «я красивая» и улыбалась. И продолжала себя комплиментами закидывать. Что из этого вышло? Можете посмотреть аж 2 эксперимента. Вам домашнее задание посмотреть 2 эксперимента моих еще. И подписаться на мой ТВ-грамм. Также заодно можешь подписаться на мой канал на ютубчике. Комментарий написать и лайк поставить. Тебе не сложно, а мне приятно. Сама себя подбадривала улыбкой. Если я держу улыбку столько времени, то, конечно, и здесь я справлюсь. В такие моменты моя улыбка не спадала с лица. Ну, кроме когда хотелось поспать уже. Тогда, да, начала расслабляться уже. Black glimmer, feel my blood simmer. Black glimmer, front stars glimmer. Not a silver, got myself a winner. Black glimmer, black glimmer. Но было тяжело периодически. Хотелось просто сбросить улыбку и погрустить уже. Я просто уставала периодически напрягать мышцы. Зато я накачала лицо. Смотрите, какая я. Лучики, обязательно улыбайтесь чаще. Особенно если вам нужно поднять самому себе настроение, либо расположить человека к себе. Но не подавляйте негативные эмоции.
скрываясь за улыбкой. Ключ в том, чтобы использовать улыбку как инструмент для поднятия настроения, а не как маску, чтобы скрыть свои истинные чувства. Постоянная фальшивая улыбка, когда вам грустно или одиноко, может привести к выгоранию и к усталости. Это явление называется эмоциональным трудом. К тому же фальшивая улыбка видна сразу. Быть человеком – это испытывать весь спектр эмоций. Давайте себе право на все эмоции. А какая у тебя сегодня улыбка? Напиши в комментариях, будет интересно почитать. Делитесь улыбкой с миром, и она обязательно к вам вернется. И я выпью этот стакан молока за удачный эксперимент. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Вырубай.